Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика. Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Удар по мировой торговле. Маерск и КТК в ступоре от украинского конфликта. Судоходный гигант Маерск объявил об остановке работы через Черноморский порт. Это прозвучало как приговор. Практически одновременно Астана приняла беспрецедентное решение приостановить прокачку нефти через терминал КТК под Новороссийском. Судовладельцы отказываются вести танкеры в зону обстрелов. Нефтяники качать нефть на запад по маршруту экспортировалось до 80% казахстанской нефти. Каковы будут последствия для глобальных рынков? В данном случае я бы не назвал все-таки беспрецедентом решение приостановить. Приостановки были и до этого. Приостановки были связаны иногда с техническими проблемами, которые возникали. Ну, такое бывает на промышленных объектах, возникают технические проблемы. И до 2022 года. И тогда звучали, в общем-то, вполне ожидаемые сегодня слова. Просто когда вы их сегодня будете слышать, понимаете, что об этом говорят уже далеко не первый год и еще раз говорили до 22 года включительно. Что за слова? Ой-ой-ой, нам надо строить альтернативные маршруты. Действительно, КТК – это, по сути, безальтернативное направление поставок для Казахстана. Притом под Казахстаном мы здесь понимаем целую совокупность компаний, многие из которых это какой-нибудь там Шеврон, допустим. Ну, то есть там богато представлены западные компании, которые получают нефть по соглашениям о разделе продукции, и непосредственно государству или государственным, точнее, предприятиям достается лишь малая доля от добываемой нефти. Но для простоты мы можем говорить, подразумевая, что это страна происхождения, 80% нефти Казахстана идет через КТК. Это направление, ну, в абсолютных величинах берет на себя где-то 1,1 миллион баррелей в сутки. То есть, если в сумме поставляется через КТК где-то 1 200 000 баррелей, ну, примерно, то лишь 100, ну, может, 150 тысяч баррелей в этом объеме – это российская нефть. Ну, в данном случае, там, Лукойла. А все остальное – это нефть, которая добывается на территории Казахстана. Ну, у нас говорят просто казахстанская нефть. И вот тут ситуация, по сути, двоякая. Но прежде чем мы перейдем к ее двоякости, мы, наверное, должны закончить про альтернативные маршруты поставок. Казахстан может поставлять нефть в Китай, ну, по сути, напрямую, но там ограниченные мощности, и ну, Китай не то чтобы готов взять все. Ну, то есть, и даже вопроса такого не ставилось, чтобы брать все эти объемы. И еще раз, брать их будут не у Казахстана, брать их будут у владельцев. Владельцами являются преимущественно западные компании. Далее, можно поставлять через территорию России. Такие поставки были. Это поставки, которые шли по дружбе в кавычках, с большой буквы, потому что дружба – это нефтепровод. То есть закачивался до дружбы, закачивалась нефть в дружбу и дальше направлялась, например, в Германию. Таким образом, где-то 1,5, а то и 2 миллиона тонн, не баррелей уже в сутки, а тонн за год было поставлено в Германию, ну, скажем, вот в 2025 году. Далее. Есть еще возможность прокачки, опять же, теоретически, есть возможность прокачки через Турцию. Ну, понимаете, вот тут мы начинаем прям очень сильно теоретизировать, потому что мы входим в пространство, где встречаются и, давайте так помягче выразимся, мощности, имеющиеся в распоряжении у владельцев тех или иных транспортных мощностей, нефтепроводов. И состав нефти, который, как правило, прокачивается по этим нефтепроводам. Ну, то есть, если вдруг к вам приходит клиент и говорит: ребята, а мы хотим через вас прокачивать вот нашу нефть. А ваша нефть это что? Наша нефть это, к примеру, там, серый у нас 2,3%, и плотность у нас 38 градусов API. Ого, говорят, откуда у вас столько серы? Во-первых, откуда у вас столько серы взялось, что у вас происходит?
А с другой стороны, погодите, у нас прокачивается нефть совершенно другая. Если мы будем смешивать, у нас получится смесь с совершенно новыми характеристиками. Нам это неинтересно, невыгодно, мы этим заниматься не будем. Да и у нас и мощностей свободных столько нет. И вот навстречу вот этих двух факторов образуется довольно простая ситуация. Несмотря на то, что годами в Казахстане говорят о том, что надо искать альтернативные маршруты поставок, надо строить альтернативные маршруты, они не строятся. И, скорее всего, не будут строиться. И вот тут мы подходим к той самой двоякости этой ситуации. С одной стороны, безусловно, прерывание поставок, которое происходит на КТК из-за военной угрозы по гражданским судам, вот это прерывание, оно бьет по бюджету Казахстана. Но с другой стороны, а в каком объеме? Учитывая, что действует соглашение о разделе продукции, учитывая, что непосредственно Казахстану во всей добываемой нефти принадлежит, мягко скажем, не 100%. Я надеюсь, ловкий монтажер сейчас вот схему поставит, потому что схема сейчас гуляет, соответствующая по сети, она будет очень наглядной. Так вот, мягко скажем, не 100%, то объяснимым становится некоторая пассивность казахстанской стороны в отношении любых ситуаций, которые складываются вокруг КТК. То есть на политическом уровне, внутри особенно Казахстана, слова про различного рода инициативы, которые нужно сейчас реализовать, звучат очень громко. Но официальная позиция казахстанского руководства, как правило, предельно сдержанная. Из серии мы приостанавливаем, мы ждем, мы разбираемся, мы посмотрим, мы вот не знаем, а что вообще происходит, мы не уверены. Тайна раскрыта. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс-Гуру написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Кейс-Гуру беспроводным пылесосом Турбосил. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Турбосил очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Кейс-Гуру самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Кейс-Гуру Чисто-Бот. Кейс-Гуру Чисто-Бот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Кейс-Гуру для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Тут, правда, есть еще одно обстоятельство. Ну, казахстанская сторона, допустим, заявляет, что дроны ударили, и эти дроны были оттуда-то, оттуда-то. И вот оттуда-то, оттуда-то прибегают представители тамошнего, извините за слово тамошнего МИДа и говорят: погодите, это русские перехватывают контроль над нашими дронами и наносят удары по КТК. Мы вообще ни при чем. И до тех пор, пока невозможно создать выраженное международное давление на того, кто посылает дроны, ты будешь делать минимум заявлений, просто потому что в реальности финансовый ущерб, он есть, но недостаточно значимый, чтобы, как-то вот, чтобы пересилить следующие обстоятельства. Обстоятельства отсутствия политической поддержки, если угодно, на международном уровне. То есть ты выкрикнул, на тебя смотрит из серии: ну ты что, промолчать не мог? Ах, не мог? У вас там что-то с нефтью. Это как бы у вас, но не у вас. Шеврон, у тебя есть какие-то возражения? Тут Шеврон бежит
к Трампу, говорит: ай-яй-яй, смотрите, что происходит. Что Трамп отвечает: да-да, мы разберемся. Мы разберемся, мы совсем разберемся. Есть какое-то мощное осуждение. И серии: ребят, вы там не обалдели так делать против наших компаний, против танкеров, которые нашу нефть везут. Ведь, заметьте, когда нужно порассказывать про Венесуэлу, это нефть американская. А когда сталкиваются с реальными бизнес-интересами, но в ситуации, когда государству неудобно вмешиваться, тут же выясняется, что, ребят, да вы о чем? Да какая американская нефть? Это частные интересы, частные компании. Это вот к ней туда. Это мы вообще ни при чем. Вы что, Америка, как государство, нефтью вообще не занимается. Вы там разберитесь. Мы, конечно, скажем ай-яй-яй, но наше ай-яй-яй будет звучать не очень громко, чтобы никто не подумал, что мы реально хотим вмешаться в эту ситуацию и будем предпринимать какие-то активные шаги. И вот, глядя на это все, казахстанское руководство занимает, ну, не совсем уж пассивную, но недостаточно активную позицию для того, чтобы как-то повлиять на происходящее. Ну и тем более, а как они повлиять могут? Тем более, что нефть, которая может пострадать, это преимущественно нефть западных компаний. Проще сказать: ну, ребят, ну идите. Вы там своим скажите, чтобы они что-то сделали. Мы со своей стороны всемирную поддержку окажем. Вот видите, мы даже тут что-то заявили. Ну, остается только собственникам идти и искать какую-то управу. А какую ты управу найдешь? Где? Да нигде. Не сейчас, не в текущей ситуации. Ну и последнее. Как это скажется на нефтяных рынках? Ну, положительно такого рода события сказаться, разумеется, не могут. 1 000 000 баррелей в сутки – это может быть не очень большой объем, не самый большой на свете объем, но это объем значимый. С другой стороны, с учетом уже возникшего дефицита, нарастающего дефицита, временное выпадение 1 000 000 баррелей, который потом вернется, в обозримом будущем уже вернется и придет на мировой рынок, это уже не столь значимо. Тем более, если средства массовой информации, если крупнейшие мировые агентства не будут во все колокола звонить и кричать о том, что, боже мой, какой ужас, это же страшно скажется на мировом рынке. Казалось бы, парадокс. Причем тут физические объемы, какие-то мировые СМИ, которые должны что-то кричать. На самом деле парадокса нет. Если мы говорим про влияние ценовое, то ценовое влияние в первую очередь выражается в фьючерсах на месяц вперед. Влияние в условиях кризиса на фьючерсы на месяц вперед оказывает в первую очередь информационная повестка. Информационная повестка диктуется крупнейшими информационными агентствами. Если они не начнут регулярно выкладывать аналитику о том, как выпадение объемов с КТК может негативно сказаться на рынке Европейского Союза и так далее, то это как бы и не будет восприниматься в качестве значимого фактора, несмотря на то, что в физическом выражении в какой-то момент прерывание поставок действительно может сказаться. Но тут я все же подчеркну, что временное прекращение эксплуатации произошло, поставки возобновятся, тот самый 1 000 000 с небольшим баррелей в сутки будет идти, в том числе в Европейский Союз. Но просто на общем фоне, на фоне общего дефицита, это уже не столь значимый объем, чтобы про него стоило говорить, особенно с учетом политического обременения, которое неизбежно возникает вокруг всей этой ситуации. Но это уже господам политологам, мы и так очень сильно в рамках этой темы побегали по хрупкому льду политологии. Поэтому на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.